Меня зовут Владимир, я журналист. Фамилия Золкин, Дмитрий подсказывает. Как вас зовут? Меня зовут Чеканов Александр. Дата рождения ваша? 23.02.85 года. И откуда вы? С Курской области. Курская область. Да. Вы понимаете, что у нас наше интервью, оно под записи для публикации? Да. Угу. Хорошо. Вы против? За? Вам все равно? Войны? Нет. Интервью под запись и для публикации. За. Почему за? Ну, пускай люди послушают, правда ж нужна. Тогда расскажите нам, пожалуйста, правду о своем боевом пути, начиная от того момента, как вас призвали, мобилизировали, вы служили, что это было? Служил срочку-то я еще в 2008-2009 году. Повестка пришла на работу 22 числа. 23 числа было собрание с комиссаром, или как его правильно, с военкоматчиком. А где работали вы? Я был охранником санатория. Понял. Угу. Пришла повестка. Так. Да. И 23-го было собрание. Нам объявили, что на следующий день мы уезжаем. Но так как там у многих не было паспортов, лично у меня тоже паспорта не было на тот момент, сделали одним днем быстро все. Угу. Перенесли отъезд с 24-го, по-моему, получается, на 28-е. И курские парни должны были ехать на обучение в Ковров, батальон СЭМ обеспечения, для того, чтобы потом обеспечивать третий корпус, который, по информации, которую я имею, уходил воевать на Херсонское направление где-то. То есть надо понимать, что вы тоже воевать не собирались, да? Нет, конечно, не собирался. И когда я узнал, вы думали, вы будете заниматься обеспечением? Да, обеспечением заниматься, но меня даже не устроило то, что надо было ехать куда-то на Херсонское направление, если нам так говорили, что лаборатории, натовские войска находятся под Белгородом, Курском. Я говорю, зачем мне тогда туда ехать, если вот она моя земля? Я должен на своих границах остаться. И тогда там в военкомате быстренько предложили уехать на Валуйки, пройти минимум 2-недельное обучение, на границе и остаться служить. Давление у меня пониженное, поэтому я сразу объяснил, чтобы ребята меня там не таскали на руках, говорю, мне, чтобы не было нагрузки. Мне сказали, нагрузки никакой не будет. В итоге, конечно, получилось совсем все по-другому. То есть оба пути, по которым вас вели, они все равно привели в одно и то же место. Что через Валуйки, что не через Валуйки. Что не через Валуйки, да. Потому что в итоге нас с Валуек-то не оставили на границе, а увезли на передок. Верно, я же об этом и говорю. Как говорится, необученных. Вообще обучение какое было у вас? 2 дня. Мы постреляли немного с автоматов, и на другой день бросили гранату. Мы поехали. Угу. Приехали вы куда? Мы приехали, вывезли нас в ночь. И, грубо говоря, к обеду следующего дня, потому что водитель был после отпуска, а, как мы поняли, начальство поменяло место дислокации, долго кружили. И приехали в местечко Коломойчиха. Коломойчиха. Угу. Какая-то область? Луганская. Луганская область. Луганская область. После чего мы там пробыли часа 3-4, нас вывезли на вторую линию обороны, по-моему, это было 3 число, 3 октября. Угу. А на другой день нас уже кинули на передок. Быстро. Да, было все быстро. Вы как особо подготовленные бойцы, видимо, должны были туда попасть так быстро, правильно? Такой абсурд, да, абсурд. Угу. Просто смысл в том, что больше-то некому. Там все такие, как вы. Или я не прав? Кто-то, может, был подготовленней. Кто-то там, служил в ВДВ, там в Осетию ездил. Все-таки психологически подготовлен. Уже у них было понятие об этих бомбежках. Потому что современная война, как я понял, там автомат не нужен.
лучше ружье, чтобы в коптер стрельнуть с дроби. Автомат там не нужен. Потому что летают снаряды, мины. Ну и ты просто ждешь прилета. Коптеры, конечно, работают, ну, ужас наводят со своими этими, ну, когда гранаты скидывают. Вот современная война. Вы так себе представляли войну? Нет, я думал, что будет длинный окоп, ну, что-то типа Там через Первой 100 метров, мировой, там да. через 100 метров окоп оппонентов ваших, да? И вы друг друга сидите с автоматов, да, сидим, постреливаете, там, да, что-то типа вот этого у меня. а потом все вместе вылазите и друг на друга. Ура! Ну, без ура, ну, что-то вот типа вот как раньше, да. Оказалось, Так а про натовцев вы оговорились? Интересно, верили вы в это? да, я верил, что НАТО, лаборатории, то, что мы даже когда вот в Валуйках сидели, ну, там, на базе, типа, начальство ушло на какое-то там собеседование, и кто-то там ляпнул, что вот подходит уже корпус. А у нас не было ни патрон. Многие прыгнули в такси, их потом ловили. Как бы у нас, конечно, сразу дух потух, потому что, ну, что даже патрон нету. Другие кинулись рыть окопы быстро, они там за полчаса вырыли столько. Ну, там, Вам сказали, что подходит украинский корпус? ну, да, да. Куда? К России? Да, ну, к Валуйке, это они там совсем близко к границе. Не, я понимаю. Да, и получился такой стресс там у всех, Мгм, на нервах. мгм. Это нормально у вас там, это называется ИПСО, по-моему. Информационно-психологическая да, спецоперация. ну, там было- Кто-то у вас там ее провел. Кто-то правил. Там вот даже ходили в магазин, и летали, ну, с вашей стороны летали ракеты, и их сбивало ПВО. И вот эти вот кассеты, ну, они падали там, ну, там поле. Мгм. Про ракеты понятно. Вы знаете, что они с российской стороны в нас летят, начиная с Теперь 24 февраля? да, я знаю, что бьют, ну, вот мы были ж под Харьковом, и земля тряслась. Это получается, что били в город, где мирный. Ну, бьют уже 8 месяцев по городам, и Ну, почему только нам можно. там говорят, Я понял. что- А вы раньше этим не могли поинтересоваться? Нам говорили, что они ни в коем случае не бьют по городам. В смысле, говорили, а у вас что, не было доступа к интернету, к, там, не знаю, телеграмму? У нас блокируют эти все ваши украинские ролики. У меня в моем телеграм-канале четверть россиян сидит, читает, что происходит. И видео все смотрят. Никто не заблокирован, все нормально. Ну, как бы вот большая часть информации такая, ну, понятно, промывка мозга, как это называется, пропаганда. Вот. Пропаганда конкретная. Мгм. Ну, это я понимаю. Судя по тому, как бы нас вот привезли, ни воды, ну, пацаны, кто курит, у них ломка была без сигарет. Ну и, собственно, ну, да и еды давали мало. Это нас спасало то, что рядом была деревня. Там вначале еще были жители, как бы они нам дали еды и как бы сказали, что ну берите закрутки. И мы как бы брали закрутки, В Луганске, да? да, Мгм. брали лопаты, потому что у нас не было лопат. Если бы не лопаты, мы бы себе ничего даже достойного не вырыли и погибли бы, я думаю, намного раньше. Из-за воды, в принципе, то, что мы ходили на деревню, мы понесли первые потери. Раненого, я ходил за ним, А вытащил. что за деревня это была? Мясожаровка. Вынесли раненого. А второй... Мясожаровку я уже слышал, могу кратко пересказать историю. Если что-то не так, поправьте меня. Очень маленькая деревня, всего лишь там 4 или 5 хат. В одной были люди, одного из них звали Макс. Так? Макс. Это, наверное, У которого мед был. А, вы хозяина, я просто именно хозяин. Макс, Да. нет, это у которого не мед был. Это у его соседа был мед, я понял. Там был Максим. Понял. Ну, Значит, Они ушли потом. У меня несколько дней прошло, уже начали интенсивнее стрелять. да. Ваши войска по интенсивности приблизились. И как бы он ушел. Мгм. А кто хозяин меда, ну, там супруга, они бы ушли еще пораньше. Еще пораньше. Да, они. Ну вот мы пользовались закрутками, то, что ели, и за водой. Я просто пытаюсь понять, вот
Они ушли, да, оттуда? А зачем зашли в их дом? Не, они сказали, что мы можем пользоваться, закрутки там есть. Что надо, можете брать. Да. Ну, что там из провизии. Там. У Макса там был табак на чердаке. Понятно, что там курильщики его разобрали. Как бы я не курю, мне полегче. Мгм. Ну, вот в определенный момент А бензопилами он тоже разрешил пользоваться? бензопилами. Да. Ну, у нас было 3 паренька, бывших сидевших. Мгм. Один из них раньше, ну, как по его словам, он воевал. Да? Весной, что ли, ездил, Да. поопытней. И они первыми туда ходили. Мы начали ходить, когда уже прошло, наверное, неделю, подосмели, потому что уходить от позиции было, как скажем, страшновато. Мгм. И там враг, и тут как бы начальство Мгм. заметит. Когда они уже так вот часто ходили, так спокойно, мы уже подосмели, к тому моменту уже бензопилу они принесли. Поэтому значит, четкую информацию дали им, или они ее взяли. Ну, можно подразумевать, что и взяли. Больше бензопил, чтобы строить блиндаж. У меня была у самого, я вот брал саперную лопату с собой, брал ножовку штиль за 4 рубля. Вот так вот, как говорится, государство еще, мало того, что послало меня это в разнос, оно меня так еще, мягко говоря, и подобобрало. Потому что спальный мешок я с собой брал, хотя они потом дали. Конечно. Ну, про Я ваше не- обеспечение мы наслышаны, а я про НАТО так и не понял. Вы опять ушли. Ну, Видел только француза не, одного. французы есть и с разных Нам объяснили, стран. что это добровольцы. Это да, приехали есть люди добровольцы. неравнодушные. При том, что они официально вступают в ряды украинской армии. А вы знаете, что в российской армии воюют настоящие наемники? Вагнер, вы имеете в виду? Да. Ну, слышал, да. Вы знаете, что они никакого отношения к вооруженным силам РФ не имеют? Никакого статуса это военного не имеют? ЧВК, частная военная компания. Да. Правильно, частная. Да. А как это согласовывается со статьей в вашем же кодексе про наемничество? Запрет Я такового. по законам даже и не скажу. Они нарушаются, когда им удобно, я думаю. Мгм. Судя по тому, как говорится, Но Украина не в НАТО, вы знаете? да, это я знаю. А знаете, что не стоял даже актуально вопрос о вступлении Украины в НАТО? Вот этого я, наоборот, нам говорили. Ну, то есть он был в процессе обсуждения, а это очень долго. Как бы нам давали информацию, что сейчас быстренько примем. А вы знаете, что сейчас быстренько вот Финляндия уже действительно вступает в него? Финляндия вступает? Я Да. что же там... Вот именно вот сейчас быстренько. Нет, этого не знаю, от вас услышал. А, не знаете? Вот Удивительно вас просто. Не, ну я не понимаю, как у вас процесс с информацией просто обстоит. Украина, нет ни одной базы НАТО, не планировалось, и само вступление в НАТО должно было быть, если бы и было, то только в теории, это как минимум лет 5 еще, наверное. Ну, как минимум. Ну, у меня Финляндия уже вступает, то есть подала заявку, ее принимают, все хорошо, вам безразлично. До Санкт-Петербурга 100 километров. У меня кругозор не настолько расширен. Я что могу сказать с своей точки зрения? Какой это кругозор? Это... Да, то, что вот как мы считали, что если вы как бы воюете, то воюете с военными и с нужной инфраструктурой. Почему вы летом не разбили тепловозы, или электричество, чтобы не могли возить оружие, а бьете его, допустим, в зиму, чтобы мерзли люди и дети? Вот это вот тупость. А зачем вообще воевать? Не, это, да, понятно, что война это плохо, но раз, как говорится, начальство решило эти дела делать, как-то это гуманнее надо делать. В зиму оставлять людей без электричества, дети, старики, это неграмотно, вы уже полгода воюете. Сразу тогда делайте дело. Как надо, воюйте с военными и с военной инфраструктурой. Те же тепловозы, электровозы. Вы помните, была Вторая мировая война? Ну, не вы лично, а знаете, в да? смысле что такая была? информацию? Как научили? Как вы думаете, тогда нацисты воевали с военными? Нацисты? Да. Наверное, нет. Нет. А как вы вообще себе представляете войну только с военными? Если ваша армия идет на Украину, в данном случае как раз применимо на Украину, а не потому что войной, и в руки оружие берут все,
кто против вас и против этого порабощения. Как это военные с военными? Ну, они же должны как бы выдвинуться, ну, как я, в моем понятии было, выдвинуться как бы к линии фронта. Ну, понятно, что она может быть широкой. Но это Как все... это выдвинуться к линии фронта, если еще в феврале-марте этого года ваши танки стояли под Киевом? Где эта линия фронта должна быть? Под Киевом, в Чернигове и по другим направлениям. А где должна быть линия фронта? Ну, на линии соприкосновения, в принципе. Так нет Под никакой линии городами. соприкосновения, потому что по всем возможным направлениям с российской стороны, по которым можно было произвести вторжение в Украину, они произвели. Ну, значит, я не очень. Значит, я не то, что не очень, значит, я не понимаю. А вы вообще. не в курсе вообще, что под Киевом танки были Не, российские? то, что танки нет. Нет? Я думал, там вот этот вот был под Гостомелем этот десант, который Ну, под провалился. Гостомелем в том числе. Ну, как бы Это их же, была ну, попытка захватить Ну, Гостомельский я аэропорт. имею в виду, они же на вертолетах прилетели, а то, что танки, я же не... А про танки вы даже и не знаете. Про танки даже не знаю. У нас все трассы, которые идут к Киеву, на них глянуть жалко. Там целые здания разрушенные, гражданские, все абсолютно они гражданские, просто есть жилые дома, а есть какие-то там предприятия были, тогда все разрушено. Если бы вы просто чем-нибудь интересовались, когда вы находились в России, мне бы сейчас не приходилось бы вам рассказывать эти все вещи, потому что вас бы здесь, наверное, и не было попросту. Если бы знал бы правду, меня бы здесь не было, я думаю. Я нашел бы способ. А мне кажется, россиянам не нужна просто правда. Потому что оно же как получается. Первых 3 дня атаки на Киев у вас по всем новостям кричали, что все происходит, все о том, что происходит, рассказывали, пока у вас шло это относительно успешно, пока вы добрались до Киева. Я не понимаю, как вы могли это пропустить, просто я отказываюсь в это верить. Я первые 2 недели слушал вот этого блогера, который в Испании вашего, почти что не спал. Там, ну, он больше разговаривал о том, как вот людей спасти, люди в подвалах, и вот он передавал информацию туда таблетки, сюда воду. Я вот его почти что 2 недели слушал и спал мало. Как бы для меня это была, ну, стрессовая ситуация. То есть вы слушали Шария все это время? Да, Шарий. Ну, Шарий в Испании, да, это же не секрет. И других источников информации у вас не было? Ну, как бы у него, он блогер большого масштаба, у него был, ну, больше информации, больше. Как бы был еще какой-то с Новой Каховки попадался, не помню где, в Телеграме или где там. Ну, у него там, что там, Дмитрий, что ли, какой-то, с косичкой. Вот, а у него-то был большой объем зрителей, там как бы, ну, все у него на ажиотаже, вот это вот. Там прилетело, сюда таблетки, сюда воду надо, там рожает, как бы, ну. Я понял, они очень хорошие ребята, они очень сильно хотели всем помочь, они говорили про гуманитарные миссии. Да. А о том, что танки под Киевом уже находятся и идет вторжение полномасштабное в Украину, они забыли сказать? Нет, на других направлениях я слышал, там даже были картинки вот под Сумами там. А то, что танки под Киевом, допустим, я не знаю. Ладно, остановимся под Сумами, под Харьковом. Слышали? Ну, да, на Харьковском А направлении. вы говорите о том, что должны были воевать военные с военными. Оно-то понятно, конечно, что в оборону становятся украинские военные, но вы что, не понимаете, что когда идет так, в глубину идет такой прорыв этого фронта, этого нападения, то в любом случае страдают мирные, и в любом случае многие мирные берут в руки оружие? Ну, там были, да, под Херсоном были видео. Я просто так думал, что вы конкретно за Киев спрашиваете. Да нет, причем здесь конкретно Киев. Я Видео. вообще про ваш взгляд, ну, на это, на все. Я же вас спросил про НАТО, потом мы Ну, они ж перешли. там нашли документ какой-то якобы, что там типа вот если не 24-го, то 25-го вы пошли в наступление на Луганск. Да нет. А про документ вам кто сказал? Ну, это вот по телевизору тоже. А, то есть про документ вы по телевизору Да, услышали? типа там приказ подписан. Ну, говорю, они же свою информацию, пропаганду дают. Вот. Что это за документ такой? Как вы себе его представляли? Ну, там типа подписи каких-то генералов, что якобы там вторжение в Донецк, Луганск, забирать эти земли. Забирать или возвращать? С вашей точки зрения возвращать. А с точки зрения объективности? Забирать или возвращать? Объективности. Да, ну сверху посмотрите. Ну, Вы не россиянин, не сейчас- украинец. Вот у Украины есть Луганская и Донецкая область.
Ну, Да? вот, да, давайте вот разговаривать, как оно есть. Допустим, когда мы вот в Месожаровке еще не ушли люди, Мгм. мы спросили у них, тут же раньше стояли украинские войска, мы спросили, как они относились. Они сказали, нормальные ребята, раз в вашу пользу. Потом ситуация. Нам говорили, что типа угнетаем здесь русскоязычное население. Вот сколько я тут был, все разговаривают на русском. И у меня уже, конечно, мозги, я уже не то, что там не шибко верю, я уже не верю в ту информацию, которую нам преподавали. Что русскоязычное население под каблуком, тот страдает, мучается. Ну, это вы берете нюансы, которые уже, в принципе, являются следствием. А я хочу понять причину. Почему вы вообще считаете, что у России могут быть какие-либо претензии на украинские области? Почему вы считаете, что российский военный в принципе может прийти в украинскую область или в украинский город и кого-то о чем-то спрашивать? Я так не считаю. Ну, так я же говорю, с объективной точки зрения, забрали или вернули? Забрать или вернуть? Вернуть. Вернуть, конечно же, вернуть. И просто потому, что не нужно было туда в 2014 году заходить. Не нужно было туда заходить. Это наша территория и наши люди. И никто их не трогал. То же самое, между прочим, и с Крымом. А как с Крымом? У нас, вот, допустим, говоришь, что там все люди обрадовались этому. А на самом деле? Что там? Понимаете, после того, как туда зашли российские войска, а то, что они туда зашли, невозможно отрицать, потому что зашли. Потому что у вас даже медалька есть за возвращение Крыма или что-то такое. В общем, там в Википедии надо посмотреть, не помню точно, За как 2014 это год зашли, конечно. Да, так вот после того, как туда зашли российские войска, говорить о том, рады были люди или не рады, нет никакого смысла абсолютно. Потому что когда люди находятся под дулами автоматов, и когда туда заходит российская пропаганда, российские телеканалы и все прочее, показать нужную картинку о том, что люди рады, это чисто вопрос техники. Даже я это смогу сделать вот с одним телефоном. Просто собираешь ряд людей под ЦВК там, или каким-либо учреждением и показываешь, что они все очень рады. Берешь 10 комментариев, показываешь это по российскому телевидению, и они все очень рады. Я имею в виду, что так вообще-то в принципе не делается. Ну, это противоречит нормам международного права и вообще здравому смыслу и справедливости. Получается, все эти годы они там как бы мучаются. Нет, не обязательно. Многие из них могли быть действительно рады, а многие не рады. Многих пересажали, многих поубивали, кто был не рад. А, вот так даже. Ну, естественно. А многим, абсолютному большинству из них, им вообще плевать. Им что Россия, что Украина. Ну, не задумываются люди над этим. Ну, вы же умудрились как-то, будучи в России, проигнорировать всю информацию реальную о начале я понял. боевых. Ну, вот и они такие же, как вы. Они вообще об этом не думают. Там какая-то Россия, какая-то, ну, свои дела. Ну, как бы да, вот у нас вот на границе проблемы, а Москва День города празднует. Чем дальше туда поглубже, они заинтересованы Ну вот. в добыче денег. Ну вот. Нет, я не об этом говорю. Я говорю посмотреть на это все сверху вниз. Не с позиции украинца или россиянина, а просто вот. Вот заходят люди, вот они аннексируют территорию, вот Крым они аннексируют. Она что, стала из-за этого российской территорией? Нет. Так может думать российское правительство. То же самое с Донецком, Они Луганском. решают свои геополитические задачи и бизнес. Да, Денег. я это им понимаю. дают, денег и денег. Ну, вопрос не в деньгах. Я думаю, наверное. поэтому они и не били по вашей инфраструктуре долго. Думали, что все равно сейчас быстренько справятся, и потом, чтобы у них все сохранили, железные дороги. Это правильно, это уже правильно. А на людей им пофиг. Так они думали У них был план за 3-4 дня вообще-то захватить это все. Там немножко стопорнулись под Киевом. Да и не только под Киевом. Ну, и не только под Киевом, конечно. Но главная цель-то была Киев. Ну, куда надо?
Ну, конечно, надо же захватить власть. Так вот, как у вас происходит? Пока первых 3 дня там прыгали и плясали, все кричали о захвате Киева, все было хорошо. Как только от Киева отбили, на ваших средствах массовой информации пошла шарманка о том, что Киев-то нам, в общем-то, и не нужен был никогда. А российский народ, он как бы вот это вот все слушает, кушает. И, видимо, думает, что... Ну, стадная реакция, я понял. Да, Ну, стадная болезнь. понятно. Ну, ладно. Стояли вы там на тех блокпостах? 300-е, 200-е были? Конечно. Много? Много. Потому что не было лопат, неглубокие эти окопы. И ребят косило помаленечку. Угу. Вот. Один как-то там нечаянно стрельнул себе, ну, пристрелился. Сам себя застрелил? Ну, он там как-то начал, как сказать, чистить что-то там, Угу. ствол, а патрон не вытащил. Он ему в бочину залетел и через шею вышел. Угу. Вот. Когда ходили вот из-за воды в последние дни, тоже там пошли 2 парня, одного ранили, уже ваши солдаты там были. Угу. Они убежали, но раненый он не смог весь путь бежать, он там в подсолнухах остался. И он прибежал, а я стоял на самом краю. Говорит, надо вытаскивать. Ну, я говорю, где он там находится? Он говорит, в подсолнухах. Было утро, второй еще начал собираться, но мы ушли первее. Ну, вы бы объяснили ему, куда приблизительно приходить? Вот. Мы его вывели, а тот почему-то пошел напрямую прям до ваших солдат. Ну, как они потом говорили, они предложили ему сдаться. В принципе, они предлагали сдаться. Там потом в ситуациях. Он отказался, понятное дело, его пристрелили. Мы потом 7, ну, как бы не думали, что там уже столько количества украинских солдат находится уже на этом берегу речки. Мы пошли 7 забирать тело. Давайте в 2 словах, так чтобы зрителю было понятно. Значит, вот у нас есть вот эта Мясожаровка, небольшое село. Она вытянутая, просто там это домов, которые еще более-менее жилые были, их там было, да, чуть-чуть. Да. А так она где-то расстоянием километра 2-2,5 по длине. По длине. И вот вы вдоль этого села, по сути, стоите. По асфальту. С краешку. Мы были С краю 5 блокпостов. 3 было до деревни 3 до- и 2 после деревни. И Так, после начала да. деревни. И вот тут с этой стороны, со стороны лесов, я так понимаю, или полей, Ну, да, посадки, поля. посадки, заходят украинские войска. Да, они через речку перешли, Угу. ну, как бы спереди, но Да. левее, Да. где уже нас не было. Спустились в дом, и там уже находилось, ну, человек 50, так я приблизительно понял. Угу. Так, один пошел, вы говорите. 2 пошли, одного ранили. Угу. Он прибежал, типа, говорит, он там валяется, надо забрать. Как бы я пошел его забрал с ним. А еще один из наших тоже пошел на помощь, но он почему-то не пошел в кусты, в эти подсолнухи за ним, а он пошел напрямую до этих домов. Как бы его пристрелили. Потом мы пошли забирать его тело 7. Нас встретили с пулемета. Мы оттуда еле ноги унесли. 3 ранило. Одного даже так серьезно ранило. Вот. Их к вечерам забрали, ну, в госпиталь или там куда. Нас усилили уже ребятами. Там ребята приехали, вот там были ребята, которые только вот 2 дня находились. И на другой день пошел минометный танковый обстрел такой интенсивный. 4 мины не взорвалось, близко даже было слышно, как они упали в землю, но не произошло взрыва. И буквально вот нас сидело там 7, так как ребят перевели с другого участка, они были без одежды. И вот как только закончился минометный обстрел, 4 ушли за одеждой, мы остались 3. Так. Вот нас брали первых. Блиндаж был сделан в бывшем погребе. Ну, там было довольно неудобно с него вести, отбиваться. Угу. И вот буквально вот прекратился этот минометный обстрел, прошло несколько там минут. Вот 4 ушли, их хоп, голос русский. Выходите, сдавайтесь. Мы сначала подумали, что свои шутят. Вот.
шторочку, ну там так висел ковер, мы повесили, чтобы было теплее. Отодвинули, и желтые повязки, ну, приняли решение не шутить с этим делом, вышли. Ну и все, и дальше, как говорится, начался наш плен. Мгм. Да, такая небольшая история. А что вы ели там вообще? Нам давали нечасто сухпаи, и вот закрутки мы брали в погребах. С домов, Да, в погребах. с жилых домов. Да, жилых домов. Но людей там уже не было. Как бы и те, кто уходили, они сказали, типа, ну ешьте. А вы это видели, что они вот сказали вам, ну ешьте? Нет, это вот передали, кто туда первые дни ходил, кто застал еще вот этих Мгм. А первые дни ходил как раз вот один из тех, который был заключен. троем. Они не заключенные, они бывшие Бывшие сидельцы. заключенные. Да, бывшие сидельцы. И как бы он воевал до этого, ну, не знаю, как бы мог и... А может, потом просто где-то... кому-то из них колено прострелили, насколько я знаю. Да. А, вот. Это один бывший сиделец прострелил этому сидельцу. Другому бывшему Да, сидельцу. да, колено. да, да. За то, что тут много сильно... Я был в тот момент в доме, они были в блиндаже, и он, пошла очередь автоматная. Как мне потом сказали, то, что он был пьяный, это я 100% видел. И типа, что он начал пускать очередь над головой, и они ему за это стрельнули в ногу. А так как он был пьяный, парамедол колоть не стали, ну и темно, и видать, как потом там уже врачи сказали, когда они там отвезли, жгут неграмотно наложен. И очень долго, пока Бэха приехала, пока отвезла, потеря крови, и уже он там скончался. Это было вообще в самом начале. Я понял. Это было в самом-самом начале. Да, я понял. В общем, бывшие сидельцы сказали российским военным мобилизированным, что вы можете ходить в те хаты, потому что жильцы сказали, что в принципе оттуда все можно брать. Вы им поверили, а как же им не поверить? Ходили и брали. Да, Верно? Да, Ну, это так же, как с НАТО, например. Почему бы не поверить в НАТО, какое-то мифическое? А почему бы не поверить в биолаборатории, к слову говоря? Что вам сделали биолаборатории? Что это вообще такое и почему? Вы же потом что-то будете вырезать. Не будем вырезать. У нас вот мы пишем на одно устройство. Знаете почему? Потому что не вырежешь. Вот мы с вами как сидим, оно-то, конечно, покрасивше было бы, если бы с 2-3 ракурсов писать, перебивки делать, все такое. Но когда делаются перебивки, непонятно уже, вырезали или не вырезали. А мы вот как раз не вырезаем. Ваше время не тратить. Там же как бы в ООН сами американцы сказали, да, мы проводили опыты над бомжами, и кто хотел там за деньги. Нет. Нет? Я не знаю, можешь загуглить, конечно, если тебе не тяжело. И мы сейчас найдем какой-нибудь московский комсомолец. Да, сразу VPN включали, лучше всего гуглить через Яндекс, понятно. Но... Нет, я и думал, что это прям вот в ООН они как бы смело сказали. ООН проводила опыты на бомжах? Нет, в ООН они сказали, американцы сказали, что якобы, да, вот такая. загугли, бред. ООН, американцы. Зачем вы говорите? Нет, я думал, что вы как бы в курсе. Бред, понятно. Подождите, так это было, по вашему мнению, или нет? Я думал, что было. Давайте найдем. Сейчас уже у меня сомнения. Давайте найдем. Вот вам Google. Смотрите, вот вам Google. Вот вам вкладка. Что вводить? ООН. Выступление, допустим, американцев о лабораториях на Украине. Американцы. Выступление о лабораториях. Сомневаюсь. О биолабораториях, да, наверное? Да. История. Не, потому что этот бред у людей в голове. Я, как вы видите, не загуглю вот того, о чем вы говорите, потому что последнее, вот все, что есть, это РУ, видите? Вот это вот РУ, это РУ сайты. То есть у нас это, как правило, не открывается. Но здесь речь о том, что Совбез отклонил резолюцию России о биолабораториях. Понял. Понимаете? А знаете, что это за резолюция была? Стоп, подождите, вот.
Биолаборатории США в Украине. Вот это вот, наверное, да? Это русская версия. Пусть будет русская. Я хотя бы по-русскому хочу услышать. Не, ну надо увидеть, что они именно в этом зале, Ну вот, в этом в зале, ООНовском. вот. Это ООНовский зал, не русский? Ну, ООН. Заседание Совета Безопасности ООН по биолаборатории США. Ну это не просто заседание. Я думал конкретно, что они там написано, что сказали. Ну, так это длится 2 часа. Как мы это... Нет, понятно. Я просто не пойму. Где-то там в США что-то сказали. Какие-то биолаборатории. Украина здесь при чем? Нет, то, что лаборатория как бы якобы на Украине, если оно так есть вообще на самом деле. В Украине есть биолаборатории. Даже есть совместно с Штатами какие-то понятно. разработки и опыты. А в Не России, только у я Украины. вынужден спросить, потому что мне всегда... Нет, конечно, интересно. А в есть. России есть биолаборатории? Я думаю, конечно, есть. Хотите, я вас приколю? В каждом городе есть не один десяток биолабораторий. А в эпоху коронавируса их тупо немерено. Это биолаборатории? Био. Ну так в чем бред вообще этого? Ну, в Украине есть биолаборатории. Нет, то, что они американские, вот. Я понял. Я, видите, как Дима, вот я пытаюсь как-то помягче. Я пытаюсь вас реально понять. И что в Украине совместно с американцами есть биолаборатории? Что дальше? Где угроза вам? Да уже я понял, что это все неправда. Угроза в том, что типа на славянскую расу специально разрабатывают какой-то яд, Я понял. и начнется с вас, а потом перейдет на нас. То есть мы разрабатываем это для того, чтобы Американцы. сами себя... Американцы у нас, чтобы разрабатывают. нас уничтожить, потом вас уничтожить. Да, американцы, Правильно? не вы, а американцы. Я понял. Цель такую. Я понял. Вы понимаете, что это идиотская пропаганда, она еще лет 40 назад была. Еще в Советском Союзе там вот это вот все это рассказывали. Для меня это все ново. В том или ином ракурсе. Ну, если это лет 40... Демонизировали Штаты, да? Додемонизировались до того, что распался Советский Союз, потому что больше, наверное, думали про Штаты, нежели про Союз сам. Сейчас в России вся точно та же самая история. Факт, хоть один факт, чего-нибудь есть? У меня нет. Кроме рассказов про летучих мышей, голубей, комаров, там уже. Вот в ООН, кстати, вот эта вот резолюция, которую отклонили, она как раз этого касалась. Что якобы есть какие-то летучие мыши, которые должны полететь Россию там заражать. Почему не заразили? До сих пор. Значит, это информация неверная. Почему баз НАТО в Украине не поставили? До сих пор раз собирались. Ну бред же. Ну реально же бред. Получается бред, который стоит многих жизней. Стоит многих жизней. Да, давай звонить, что ли. Потому что у нас Давай, не очень складывается беседа. Откровенно говоря. Почему? Ну, почему? Потому. Потому что потом. Да. Ну, потому что человек вроде что-то видел, вроде что-то смотрел, но по факту ничего не видел, не смотрел. Но я пытаюсь то о том, то о сём поговорить. Наверное, все правды не знают. Сбросили что-то. Это я что могу сделать. Не знаю, накричи там, как ты умеешь. Может, я пошлю это видеообращение. Да она сказала, Так здравствуйте. вон, вашу фотографию уже прислали, поздоровались, все хорошо. Ну, ты сейчас еще раз. наверное, набери. ну, хотя, если она только одна с ребенком, а муж на работе. Она не хочет по видео разговаривать. Давай не по видео, зачем нам обязательно это видео? Сейчас. Это же ей интереснее должно быть видео, чем нам. Ей же хочется... Кто это вам? Жена ваша? Сестра. Сестра, правильно. Это же сестре должно быть интереснее увидеть своего брата по видео. Алло, да. А не нам. привет. сестру. Я должен предупредить, да, здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш брат у нас в плену. Желаете ли вы с ним поговорить? Конечно. Этот разговор под запись происходит и будет опубликован. Я вас предупреждаю, вы услышали? Да. О, привет. Все нормально. В тепле кормят, не голосите там. Информация, чтобы то забуду. Если вдруг в военкомате начнут просить деньги, это все местные военкоматчики придумывают, себе деньги намывают. Тут меняют солдата на солдата. Понятно? А то есть случаи, когда они там начинают себе деньги намывать, местные начальнички. Вот что вам сказать? На самом деле все нормально. Никто никого не калечит,
кормят и в тепле, хуже, чем в окопах. В окопах было сыро. Очень многих убили. Саша, мы уже обратились, много куда написали, и губернатору, и в военкомат, но пока вот пробиваемся через эти бумаги. Понятно. Пока Виталий очень сильно помогает, ездил в Москву, занимался вопросом этим, но пока вот как бы... Ну, это не скоро, быстро. Я понял, шевелиться, да, надо. И это, привет, мам. Не голосите там. Не голосите, все нормально. Говорю, все нормально, никто никого не пытает. Убито очень много. Нам повезло, нам 5 повезло, то, что мы были с краю. Там валяются кругом трупы. Вы же объясните, где убито. Они же думают сейчас будут, что вас в плену здесь убивают. Нет, убито на позициях. Так что не паникуйте там, а то до истерики все доведете. Нам еще очень сильно повезло. Серьезно говорю. Мы это поняли. Мы это Там мы поняли, были потому под дождем, а тут мы в сухом месте, нас кормят, и никто никого не калечит. Все. Саша, мы это поняли, потому что сегодня наш губернатор встречается с женами. Мам, сядь, а то сейчас еще ребенка уронишь. Сядь. Все, обмены идут, все как Богу угодно, так и будет. Все, так что там, Саша, говорю, что... мы тебя очень, очень любим. Да и любим. Я вам говорю, что нам повезло, не выдумывайте там все кошмары. Нам на самом деле очень сильно повезло. Хорошо. Там даже никто не будет вывозить эти трупы. Там пацаны вообще молодые. По 23 года. Детей у всех там по 2, по 3. Так что не сходите там с ума. Хорошо. Будем молиться. Все, да. Можно вопрос? У нас, кстати, время не очень-то ограничено. Можем чуть больше вопросов позадавать, ответов каких-то услышать. А можно вопрос вам? Да, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, а может быть, вот для того, чтобы не волноваться и все вот это вот сейчас не происходило, может быть, вашему брату просто не стоило сюда ходить? Ну, мы, как сказать, наверное, не стоило. Наверное. То есть вы еще и сомневаетесь, я понял. Нет, мы не сомневаемся сейчас уже. По поводу вот там на Бога надейся, а сам не плашай, да, я слышу у вас какие-то религиозные темы, да, но на самом деле очень много зависит от того, что вы будете делать, будете ли вы ходить по военкоматам и будете ли вы добиваться того, чтобы его вернулись из плена. Потому что, несмотря на то, что условия здесь действительно нормальные, человеческие, домой его вернуть можно только путем обмена. То есть тогда, когда выдадут украинского солдата, тогда его заберут и обратно вернут к вам домой. Поэтому от того, что вы будете ходить и делать, говорить, и в том числе покажете наши видео, от этого многое зависит. Ну, я это видео никуда не записываю, не знаю. Нет, у нас видео эти выходят, которые записываются на нашем канале, YouTube канал Владимир Золкин, Золкин моя фамилия, оно там тоже выйдет, вы сможете его взять и показать там, да. На вопрос... Дело в том, что мы Да. уже обращались и в военкомат, и в администрацию губернатору, и писали уполномоченному по правам человека и в Курской области, и на Москву, Москальковой отправили, и Красный Крест. Генералу Боброву написали письмо. Ну, Министерство обороны, военная прокуратура. Не, я понял, все, я понял. Здесь вы, конечно, умнички. Пока все, вот, ни одного ответа не пришло еще. То есть вот как-то какой-то вакуум, тишина. На 122, на горячую линию мы дозванивались, нам сказали, что он еще в статусе солдата. Документы из военной части должны пойти, что он военнопленный. Дозвонились до военной части, они только направили в какой-то штаб. То есть, идет, но Кто у нас нет дезертир, таких кто связей. служит. Мы обычная семья, у нас нет таких связей, чтобы как-то чтобы кто-то выступил катализатором в этой ситуации. Я понял, нет, того, что вы делаете, это хорошо, это правильно. А скажите, а как вы оправдываете вообще то, что вот россияне идут в Украину вот, убивать людей, гибнуть? Вот вы как-то это оправдываете? Нет, убивать людей никто не оправдывает. Так а зачем же они сюда идут? Вот ваша мама говорит, вот убивать людей никто не... А зачем, по-вашему, они сюда идут? Я
мобилизация. Мобилизация – это то, что вам сказали. А по факту это так и происходит. Люди идут сюда, гибнут, и других убивают. Ты не против войны. Вы что думаете, я писала, вот, что украинские матери не так же плачут, как мы тут плачем. Украинские, Своих сыновей там. украинские матери не только плачут похуже вас, потому что в нас ракеты уже 8 месяцев сюда летят. Понимаете? И люди гибнут ежедневно. Вам там рассказывают, что вам там рассказывают, ерунду, да? А на самом деле все очень-очень плохо, как бы, эти 8 месяцев происходит. И поэтому украинские матери, конечно, плачут. Но только вопрос в том, что украинские матери своих сыновей к вам не отправляли, а вот вы своих к нам отправили. Понимаете? В чем разница? Или не понимаете? Мы все понимаем. Розовые очки сняты. Понятно. Ну ладно, может быть, вы что-нибудь попробуете сделать там все вместе, для того, чтобы это просто не происходило в дальнейшем, или как-то это остановить. Все, дорогие, не паникуйте. Понятно, что Мы будем заниматься. я говорю, главное, не паникуйте. Заниматься-то занимайтесь, я говорю, не паникуйте там, не выдумывайте. Никто тут никого не пытает. Вначале немного дали по заднице и все. Все нормально. Все, не знаю, когда в следующий раз позвоню. Давайте. Все, не сходите там с ума. Все, забивайте. Ложись трубку. Пока. По поводу дали по заднице, как вы говорите. А вот... Но они совсем не поверят, что совсем не тронули. А не нужно скрывать никаких деталей. Вы можете рассказать. Вас брали в плен. Да. Я прекрасно понимаю, что люди кого-то, родственника убили. Я прекрасно все понимаю. Но Это нас с нами, как говорится, еще... мало того, что родственника убили, еще раз говорю, вы пришли в чужую страну с оружием оккупировать территории. Вы для нас те же точно нацисты, что для советских людей во Вторую мировую войну. И отличий никаких вообще нет. Я понимаю, Если что... есть, назовите мне их. Не, я говорю, я понимаю, что это ничто, и я тут цел. Потому что нацистская пропаганда тоже рассказывала немцам всякие небылицы, такие же, как рассказывают вам. И они тоже этим оправдывались. Но для нас это, извините, никакой роли не играет вообще. Я прекрасно понимаю, что моя жизнь чисто висит то, что ваш солдат там есть, и вам надо его вытащить. Я прекрасно это понимаю. Нет, смысл в том, что россияне не понимают, что это война. Война. Понимаете? Вы развязали войну. Начальство развязало войну. Режим развязал войну. Режим развязал войну. Кто у вас возглавляет режим? Путин. Путин? Путин военный преступник? Я думаю, что уже да. Если его будет судить Международный военный трибунал, как вы к этому отнесетесь? Ну, как? Что заслужил человек, то и получит. Он этого заслуживает? И сейчас я думаю, уже сейчас я думаю, что да. Что вы можете передать Как россиянам? можно неподготовленных людей отправлять на передок и стрелять ракетами по городам? Это, да, сначала ракетами, как можно Да, вообще понятно. вторгаться в чужую страну и зачем? В чем смысл? Ну, это было всегда, кто-то вторгался, но все-таки Да, это должно это быть. понятно, но только понимаете, в чем дело? 2022 год, как бы... Ну, все-таки да, мы не с немцами, не с голландцами. Это же все-таки у всех тут родственники. Как у бы нас жили себе, родственники, да. жили себе и жили. Как бы с турками Не, сцепились, было бы понятно, как бы, ну не так там, с японцами. Ну, с Вам Украиной. надо как- обязательно с кем-то сцепиться? Вы Нет, мирно ну, не можете? Я вот тоже не Было понимаю. бы- Вам все время надо с кем-то воевать, что ли? Вас кто-то трогал вообще? Вас реально никто не трогал. Живите себе. Просто у вас про Украину 24/7 на Да. протяжении 20 лет Украина по телевизору. Вам не кажется, что это вот как-то, что вас готовили к этой истории? Да, теперь понимаю, да, запрограммировали мозги. Украина, Украина, чтобы Украина, легче, Украина. Чтобы легче было именно вот послать. А в то же самое время в России что, своих проблем нет? Да куча. Ну вот, что же не решать их в таком случае? Можно вопросы? Они свои вопросы порешали. Спасибо, Владимир. А что вы в Сирии делали? Ух, что они там делали? Этих Не, это в Тера- формате повоевать. Вы террорист. хоть 10 лет пожить без войны.
Теперь в формате самоопределенности, потому что я так Ну, понимаю... типа они террористов там ловили, которые могут потом приехать на территорию Конечно. Да, Ну, да. так вот нам говорили. Теперь, Я-то сам там не теперь был. в формате самоопределения. Вот вы затронули там вопрос Крыма, там Донбасса, да, что там люди, там не люди. Хотели, не хотели, да. Чечня. Хотела же, ну, давайте, вспоминайте. Распад Советского Союза. Тогда, Хотела же независимости? Как говорится, все нищие были. Да, я Страну понимаю, развалили. нищие, не нищие. И- Но почему же, если вы так сильно внимаете глазу народа, почему же в таком случае вы Чечню тогда не отпустили, а развязали Первую Чеченскую войну, а потом через время, через 5 лет, и Вторую Чеченскую войну? И сравняли эту маленькую Чечню с землей фактически. Ну, Они же хотели независимости. Они же самоопределились. И реально они самоопределились, потому что первую войну Россия даже проиграла. Вы представляете, это Проиграла. вся Чечня должна была встать, чтобы защищать свою землю, чтобы отбиться от России. То есть вся Чечня реально должна была встать. И вам почему-то было плевать на самоопределение этого народа. А тут вы вот себе накрутили каких-то этих самых сказок о том, что там Донецк вас там сильно там ждал, Луганск. Вы знаете, сколько выехало из этого Донецка, Луганска? Сколько там пересажали, перестреляли людей, которые были за Украину? стадный рефлекс, критического мышления нету. Стадный рефлекс. Если вы так любите референдумы о самоопределении, то почему вы тогда на всей территории их в конце концов не проведете? Может, Белгородская область вообще давно в Украину хочет? А Сахалин и Туруп и все прочее вообще хочет в Японию? Ну, я слышу, что не так давно Урал хотел сам по себе. А Урал может быть хотеть сам по себе, а может в Китай хочет. Я не знаю, кто куда хочет. Но если вы такие любители больших референдумов, возьмите и проведите их в каждом вашем округе. Уж спросите у людей, кто куда хочет. Нет. Потому что понимание справедливости у россиян, такое, как им скажут по телевизору, и очень одностороннее. Из-за этого и все проблемы. Потому что россияне не понимают, что им здесь делать нечего вообще. Не надо говорить про эту Украину. У меня, в принципе, все. Можете передать что-нибудь россиянам, другим, которые собрались тоже, как вы, вдруг сюда пойти. Я, кстати, вашу мотивацию так и не понял. Понял. Вы же думали, что на область на вашу будут нападать. Да. Все, забыл, да. Вот передайте Я другим, почему- которые думают так же, как вы. Как бы это сформулировать? То, что я здесь увидел, говорит о том, что нам здесь делать нечего. Режим нас обманул. Вот что я, то, что я здесь увидел. Все. Это все? Думаете, поймут, услышат? Кому надо, услышит. Под автоматами вас заставляли, может быть, это интервью давать или что-нибудь еще? Нет, не под автоматами. Может быть, кто-то вам настаивал, что вы должны что-то говорить или что-то не говорить? Да нет, мне ж не 18 лет, как бы. Тоже хочется справедливости.